Суровый и величественный, снежный и сумрачный, могучий и прекрасный север России. Сегодня мы отправляемся в нашу ледяную столицу, самый большой город в мире, расположенный за полярным кругом. На скалистом щите океана город Мурманск стоит. Всем привет! Вы на канале Ян Буян, и мы прилетели в столицу Арктики, в Мурманск. И за эти 1,5 дня мы узнаем, что интересного можно посмотреть в городе, какие нас ждут достопримечательности, и попробуем найти интересные маршруты. Погнали! Наш выпуск про Мурманск мы решили начать с символа приморской женщины – памятника «Ждущая». Основной заработок здесь приносит море, и в любых приморских городах всегда кто-то кого-то ждет из дальних походов. И девушка с платком смотрит в сторону Кольского залива, встречая и провожая суда. Рядом со скульптурой девушки находится кнех, на котором сидит чайка. В нижней части выполнен барельеф морской волны, а в центре постамента выгравированы слова «Умеющим ждать». Многие критики упрекали скульпторов за слишком легкое платье, не соответствующее заполярному климату. Но для мурманчан этот памятник стал настоящим символом любви и верности. Давайте попробуем прочитать, что здесь написано. Пусть всех, кто в море надолго уходит, рыбацкие суда и корабли, пусть их в родимый порт домой приводят. Вот это ждущая, как образ всей земли. А сейчас мы отправляемся к одному из самых почитаемых памятников в Мурманске, который в народе назвали Алеша. У меня в голове песня «Роша, Пороша». Белеет ли в поле Пороша, 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 белеет ли в поле Пороша, и гулкие ливни шумят, стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат. Сейчас мы находимся возле памятника защитникам Заполярья Алёше. И это самый известный памятник здесь, в Мурманске. Высота его 42 метра. И, между прочим, это высота 10-этажного дома. Алеша смотрит на запад, туда, откуда в Мурманск пришли фашисты. 3 года враги пытались взять город. Частота бомбардировок уступала лишь Сталинграду. Мурманск горел почти весь, но не сдался. В 1941 году в народное ополчение полярной дивизии записались все, кто мог держать оружие, в том числе и заключенные. И в 1944 году русским солдатам удалось вытеснить фашистов из Заполярья. Ему не сойти с высоты. Память у подножья Алеши на подиуме из черного камня горит вечный огонь. Алеша – это не один человек. Это каждый солдат, защищавший свою родину. Это символ невероятного мужества целого народа. Смотрите, как красиво, когда деревья полностью покрыты снегом. Прям ощущение сказки. Это очень красиво.
Мы приехали к Семеновскому озеру. Зимой оно полностью замерзает, и люди здесь катаются на лыжах. А летом, я думаю, что здесь очень красиво. И плавают утки, потому что висит табличка «Кормление уток запрещено». Но мы сюда приехали для того, чтобы увидеть памятник коту Семену. Пошли его искать. Рядом с озером находится парк с аттракционами. Сейчас он, естественно, закрыт. Ну и вообще, если честно, это место очень такое милое, уютное. Мне здесь нравится. Так, где Семен? Где Семен? А, вот Семен. Интересно его изобразили, такой кот-путешественник. Можно было бы подумать, что этот памятник поставлен для какого-нибудь персонажа из мультфильма. Но на самом деле история такая. Молодая пара при пересадке в Москве потеряли своего кота. Они его искали, но отчаялись найти. И спустя 6,5 лет кот вернулся домой в Мурманск. Представляете? Не знаю, правда это или нет, но история очень хорошая и добрая. А еще, если коту потереть нос, это на счастье. Счастье, 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 счастье. Если вы сюда приедете летом, можете сориентироваться по этой вывеске, сколько стоит вход на аттракционы. Максимальная цена – это 200 рублей. Часы Деда Мороза. По-моему, здесь не собираются новогодние украшения еще убирать. Пусть радуют людей. Почему нет? Я за. На улице минус 17. Бедные бездомные собаки. Как они выживают на этом холоде? Попробуем их хоть чуть-чуть покормить. Пошли попробуем покормить. Песя, хочешь? Будешь сосиску? Иди сюда, хороший. Блин, он боится. Ты красивый. Не хочет он ко мне идти. Может, просто так им положить, и они съедят потом. Если они боятся подойти. Все, я ушла. Я ушла. Ну, слава богу. Хоть одного песика накормил. Все, можно идти. Сделал доброе дело, и хорошо сразу же на душе стало. В принципе, все достопримечательности находятся очень рядом. Сейчас мы находимся возле храма Спас на Водах. Отсюда мы хорошо видим Алешу и Семеновское озеро. Позади меня находится маяк, и это сооружение стало одним из символов города Мурманск. Но на самом деле маяк не настоящий, в нем находится комната памяти, а рядом с ним находится настоящая рубка подводной лодки «Курск». Трагедия произошла в 2000 году во время учений. Из-за неисправности внутри подлодки взорвался один из снарядов. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По официальной версии произошла бюрократическая ошибка. Причиной катастрофы послужила торпеда из бракованной партии. Все торпеды из этой партии были признаны небезопасными и их отправили обратно на завод. Все, кроме одной, которая была внесена в реестр как учебная. Так она и попала на судно. Такие стихотворения пронзительные, у меня аж мурашки по коже побежали, читая их. Стихи маленькой украинской школьницы.
Какой большой якорь. Здесь заложена капсула с водой Баренцева моря в память о погибших в мирное время моряках. Ничего себе. Вы ушли безвозвратно в туманы, в крики чаек, и память болит. Но земля вашу славу хранит, будто памятник вам осиянно на скалистом щите океана город Мурманск стоит. В Мурманске сейчас час дня, и солнце в зените, светлее уже не будет. Рассвет в 11 часов, а в 3 часа уже закат. То есть вот такой вот короткий световой день. Во время Великой Отечественной войны в Мурманске разрушили 1946 домов. 12 тысяч бомб в 1942 году было сброшено на город. Над Мурманском кружили 105 немецких бомбардировщиков, и от домов остались лишь одни печные трубы, как вот это. Но город-герой выстоял, возродился, так же, как Феникс возрождается из пепла. Мужественно сражаясь, Мурманск также помогал кормить всю страну. За 3 года оборонительной операции в Заполярье было выловлено 85 тысяч тонн рыбы, которые снабжали весь фронт. Вроде бы стоят просто печные трубы, но место несет в себе очень сильную энергетику. Возможно, благодаря фотографиям, которые здесь находятся, и военным песням. Мы сейчас находимся возле морского вокзала и идем к одной из важнейших достопримечательностей города Мурманска – к ледоколу «Ленин». Какую здесь интересную площадку для детей сделали. Такое очень странное сочетание детской площадки, новогодней елки, все в огнях, ярко, а рядом стоят вот такие вот железные махины. Атомоход «Ленин» – это первый в мире ледокол с ядерной установкой. Он прибыл в Мурманский порт еще в 1960 году. Атомный ледокол занимался проводкой судов во льдах и помогал застрявшим в ледовом плену с Северного морского пути. Есть такое словосочетание «мирный атом». Оно служит эпитетом использования атомной энергии в добрых и мирных целях. И наш Ленин служит очень ярким примером этого термина. Смотрите, какой забавный факт. В Мурманске на морском вокзале вместо выпечки продаются морские ежи. Просто берешь и выбираешь любого. Они живые, получается? Конечно. Кошмар. Живого морского ежа есть. Попробуем сначала одного съесть. Действительно ни на что не похоже, ни на икру. Икра вообще не чувствуется. И очень соленые. Мне кажется, интересно попробовать. Честно, моим любимым не будет это блюдо являться. Позади меня место, которое местные называют кладбищем кораблей. Все корабли, которые там находятся, они подлежат утилизации. Их сюда сгоняют и через какое-то время распиливают и так утилизируют корабли, которые служили верой и правдой. Какая рыба здесь водится? Наверное, треска есть. Треска?
Мы сейчас находимся в Центральном парке, и вот эта скамейка называется скамейка Чу. И интересный факт, что ее спроектировали мурманские школьницы и назвали ее «Северное солнце». Нам нужно организовать поисковую команду, чтобы найти место, где была захоронена капсула времени. Где-то это должно быть здесь. Я обожаю такие места, когда любой желающий может оставить свою книгу, чтобы ее прочитал другой. О, Лермонтов. Стихотворения, поэмы, маскарад, герой нашего времени. Мне кажется, у меня в детстве была такая книга. Идея очень крутая. Мне она нравится. Идем дальше. Как же круто, когда столько много снега. И ты идешь, и он сделает так. Хрс, 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 хрс. Мы дошли до памятника, который называется памятник треске. Мне очень нравится в Мурманске то, что либо памятник какой-то такой очень серьезный, посвящен Великой Отечественной войне, героям, либо коту Семену, треске, такие памятники, которые вызывают просто улыбку. Это мило очень. Перед вами фрагмент брусчато-мостовой, обнаруженный в 2014 году. По мнению краеведов, брусчатка уложена в 20-30-х годах прошлого столетия. Я, кстати, читала об этом месте, и еще про него читала, что здесь постоянный конденсат, и брусчатку не видно. Ну, в принципе, как и сейчас. Как не очищай, но увидеть ее очень тяжело. Здесь 14 октября 2016 года в честь столетия Мурманска была заложена капсула времени. И вскрыть ее должны 4 октября 2066 года в честь 150-летия города-героя. Блин, вот это интересно. Но где-то в городе есть место, где была заложена капсула в 1967 году. И ее открыли в 2017 году. Вот вы сейчас можете на экране видеть письмо, скажем так, которое адресовано следующему поколению. Наше прошлое поколение надеялось, что в Заполярье у нас будут сады, что мы будем летать к другим планетам. Но, к сожалению, ничего этого не произошло. Ну, как есть, так есть. А мне прям интересно, что же теперь заложено в этой капсуле. Ну, придется доживать до 2066 года. Куда ж деваться-то? Смотрите, как мило. В парке находятся герои мультфильма «Смешарики». Блин, какие они крутые. Это очень красиво. И как-то по-доброму. В 1920 году в Мурманск пришла советская власть. Тогда в городе проживало всего 2500 человек. В таких суровых условиях строить город могли лишь только те, кто горел идеей о великом советском будущем, либо те, кого сослали в ссылку. Поэтому публика здесь была самая разношерстная. Жить строителям коммунизма где-то было нужно, а домов не хватало. И тогда сработала русская смекалка. Люди оставались жить прямо в тех вагонах, в которых приезжали в город. Красные вагоны загнали в железнодорожные тупики, где они вскоре обросли загончиками, сарайчиками и пристройками. Итак, на железнодорожных путях появился самый настоящий поселок на колесах, который назвали Красная деревня. Это площадь, которая называется «Пять углов», и это центральная площадь города.
Название она свое получила из-за того, что раньше здесь сходилось 5 дорог, но на сегодняшний день осталось всего 4 дороги. А так, на вид она все равно как будто пятиугольная. 1, 2, 3, 4, 5. Площадь пяти углов переименовывали 5 раз. Называли ее и площадью Пролетарской смычки, Красной площадью, площадью покорителей Арктики и площадью Советской Конституции. Но местные жители упорно называли площадь 5 углами, поэтому в 90-е годы название закрепилось окончательно. А сейчас местные жители ласково называют ее Пятиной. Мне прям очень нравится. Просто, красиво, приятно, душевно. Гуляя по улицам города, вы непременно найдете памятник Кириллу и Мефодию. Вообще, про этих братьев есть несколько интересных фактов. Например, несмотря на то, что они были греками, именно они создали первую старославянскую азбуку. Азбука состояла из 43 букв и частично была основана на греческом алфавите. 24 символа Кирилл и Мефодий взяли у греков, а еще 19 придумали самостоятельно, руководствуясь фонетическими особенностями славянских языков. И между прочим, памятник, который находится в Мурманске, жителям подарили болгары в благодарность за возрождение праздника Дня славянской письменности и культуры в России, который проходит 24 мая. В День независимости Болгарии болгарский патриарх Максим осветил монумент и передал его правительству Мурманска. Сам же памятник является точной копией монумента, находящегося перед зданием Национальной библиотеки в болгарском городе София. А еще в Мурманске есть одна достопримечательность. И не удивляйтесь, это Макдональдс. А знаете почему? Потому что это самый северный в мире ресторан Макдональдса. Просто потрясающе красивая лавочка, которая находится в сквере возле филармонии и Мурманского колледжа искусств. На вершине красивой лестничной аллеи в Мурманске установили 6-метровый бронзовый монумент святителю Николаю, покровителю мореплавателей и путешественников. Николай Чудотворец стоит в лодке, о которую бьется океанская волна. В правой руке святого мыс Горн, а в левой парусное судно. Идея создания памятника принадлежит известному русскому путешественнику Федору Конюхову. Деньги на памятник собирали жители Мурманска, а открыли его 28 июля 2018 года в день крещения Руси. Да, возможно, Мурманск не является популярным туристическим направлением, но я вам очень рекомендую посетить этот замечательный город и увидеть его своими глазами. Город, который является живым памятником человеческому мужеству. Город, где наши предки мечтали развести заполярные сады. Город, где непростая жизнь северянина скрашивается потрясающей природой, а полярная ночь с северным сиянием. Хорошо написал про этот край мурманский поэт Владимир Смирнов. Какие удобства сюда сведены, какие запросы людей учтены. Им дня не хватает? Пожалуйста, на 2000 часов непрерывного дня. Им ночь коротка, сокрушаешься ты. Извольте, 2000 часов темноты. Друзья, наш уикенд в Мурманске подошел к концу. И со стороны туриста, который приехал в город первый раз, я могу сказать, что мне здесь очень понравилось. Но мы сейчас отправляемся дальше. Дальше на самый север, в деревню, которая называется Териберка. Всем пока! Лайки, колокольчик, комментарии и подписки. Увидимся! Thank you.